сейчас из Салоников я отправляюсь в Стамбул. Ради интереса и чтобы все мое путешествие пошло по земле, поеду на автобусе. Наконец прошли все границы, едем по турецкой земле. Византий, Константинополь, Царьград, Стамбул или Истанбул, как только не называли этот город, но он всегда оставался прекрасным и притягательным. Так давайте сегодня прогуляемся по его улицам. Стой! И вот, наконец, после 8 часов пути я на месте, в Стамбуле. Дорога пошла хорошо, спокойно, быстро. Даже слишком, потому что сейчас 6:30 утра и надо чем-то себя занять. Сейчас что-нибудь будем думать. Город был основан в 659 году до нашей эры, когда на азиатском берегу Босфора возникли греческие рыбацкие поселения. Изначально он носил название Византий, а в 330 году нашей эры был переименован в Константинополь. Город был возведен на 7 холмах, подобно Риму. В 1453 году османы под предводительством султана Мехмеда II, завоевателя, захватили город, и с тех пор его стали называть Стамбулом. Однако официально название Стамбул было закреплено только в 1930 году. Этот город успел побывать столицей 4 империй – римской, византийской, латинской и османской, что делает его одним из самых значимых в мире с точки зрения истории и культуры. Стамбул уникален тем, что располагается одновременно на 2 континентах – в Азии и Европе. Он соединяет 2 моря – Черное и Мраморное. Интересно, что Босфор имеет 2 противоположных течения. На поверхности вода движется из Черного моря в Мраморное, а на глубине – в обратную сторону – из Мраморного в Черное. Начнем мы нашу прогулку с площади Султан Ахмед. Это одно из самых посещаемых мест в Стамбуле. Площадь Султан Ахмед – это сердце исторического Стамбула. Здесь сосредоточены главные достопримечательности города – собор Святой Софии, Голубая мечеть и цистерна-базилика. Я стоял посреди площади, ощущая дыхание веков, и понимал, что это только начало моего знакомства с городом. Немецкий фонтан был подарен Османской империи германским кайзером Вильгельмом II во время его визита в Стамбул в 1898 году. Он был изготовлен в Германии, а затем доставлен в Стамбул и установлен на площади в 1900 году. Фонтан выполнен в неовизантийском стиле и украшен мозаиками и декоративными элементами. Он имеет 8-угольную форму и купол, поддерживаемый колоннами. Немецкий фонтан стал символом дружбы между Германией и Османской империей в конце 19 века. А сейчас мы пойдем посмотрим обелиск Феодосия. Этот древний обелиск был создан в Египте во времена фараона Тутмоса III в 15 веке до нашей эры и доставлен в Константинополь римским императором Феодосием I в IV веке уже нашей эры. Рядом с обелиском Феодосия находится змеиная колонна. Змеиная колонна символизировала единство греческих народов-государств, которые объединились для борьбы с персами. Согласно одной из легенд, змеиная колонна обладала магическими свойствами и защищала город от змей и других опасностей. Пойдем посмотрим на колонну Константина. Она здесь в 20 шагах. Колонна Константина символизировала мощь и величие Римской империи, а также связь императора с божественным. Согласно легенде, под колонной были зарыты священные христианские реликвии, включая крест Иисуса Христа и топор Ноя. Султан Ахмед или Голубая мечеть. Самая большая мечеть в Стамбуле. Что, заглянем? Голубая мечеть известна своими 6 минаретами, что было необычно для того времени. По легенде, султан Ахмед I хотел построить золотые минареты – алтын на турецком, но архитектор якобы услышал алты 6 и построил 6 минаретов. После завершения строительства возник скандал, так как в Мекке,
главной святыни ислама, тоже было 6 минаретов. Чтобы урегулировать ситуацию, султан приказал построить 7-й минарет в Мекке. Официальное название мечети – Султан Ахмед, в честь султана Ахмеда I. Название «Голубая мечеть» появилось благодаря более чем 20 тысячам голубых и синих керамических изразцов, которые украшают интерьер. Эти изразцы ручной работы создают уникальный голубоватый оттенок внутри мечети. В мечети более 200 окон, которые наполняют интерьер естественным светом. Витражи для окон были созданы с использованием драгоценных камней. А здесь находится мавзолей Султан Ахмеда. Кстати, вход в мавзолей Султан Ахмед абсолютно бесплатный. Так же, как и вход в мавзолей Ататюрка. Султан Ахмед I 1590-1617 один из самых известных османских правителей. Он взошел на престол в возрасте 13 лет и правил на протяжении 14 лет. Его правление запомнилось строительством голубой мечети, которая осталась символом эпохи. Султан Ахмед I скончался в 1617 году от тифа в возрасте 27 лет, всего через год после завершения строительства мечети. Стены мавзолея украшены цитатами из Корана, выполненными в традиционном стиле османской каллиграфии. Посмотрев главные достопримечательности Султан Ахмед, я отправился гулять дальше, ведь я только начал знакомство с этим прекрасным городом. Гуляя по городу, я обратил внимание на большое количество кошек, свободно гулявших по улицам. Они совсем не были похожи на бродячих. Ухоженные, спокойные, они словно чувствовали себя полными хозяевами города. Местные жители подкармливали их, и туристы с удовольствием фотографировали. На площади Султан Ахмед стоят красные двухэтажные туристические автобусы. Можно взять экскурсию по городу на весь день. Экскурсия такая будет стоить 1300 лир. Возле площади Султан Ахмед активно ведутся раскопки. Бублики – самая популярная уличная еда в Стамбуле. Называется семит по-турецки. Стоит такой бублик 10 лир. Еще одна популярная уличная еда – это кукуруза и жареные каштаны. Насчет кукурузы советую брать кукурузу, жареную на углях. Она вкуснее, но и стоит дороже. Около 25 лир. Гуляя по улицам старого Стамбула, я оказался возле величественного здания, расположенного недалеко от Галатского моста на берегу бухты Золотой Рог. Это была новая мечеть. Несмотря на свое название, новая мечеть была построена более 350 лет назад. Слово «новая» относится к тому, что на момент завершения строительства она была одной из последних крупных мечетей, построенных в Стамбуле. Мечеть расположена в оживленном районе Эминьол, рядом с Галатским мостом и Золотым Рогом. Это место всегда было центром торговли и общественной жизни Стамбула. Наконец пришло время познакомиться с местной кухней. Я решил начать с уличного кафе недалеко от новой мечети. Здесь всегда готовили вкусно и не завышали цены, как делают во многих ресторанах Стамбула. Еще одна очень популярная уличная еда в Стамбуле – это шаурма из рыбы. Кстати, это мое любимое блюдо. Готовится прямо на улице, ну, от этого хуже не становится. Суп из чечевицы, по-турецки чорпа. Очень вкусное блюдо, всегда заказываю. И куда же без всеми нами любимого люля-кебаба. Вот это кафе, кстати, недалеко от новой мечети. Здесь очень вкусно готовят, и здесь адекватные цены. Сейчас я вам покажу, какие должны быть цены на еду в Стамбуле. Потому что в центральных районах цены зачастую завышены, раза в 2-3. Суп, к примеру, здесь стоит 50 лир, а шаурма из рыбы 100 лир. Хотя, может быть, в 200-300 метрах отсюда этот же суп будет стоить 120 лир, а шаурма около 300. Гуляя по улицам Стамбула, можно встретить очень много вкусного. От свежевыжатых соков до сладостей и фаршированных мидий. Я не удержался и попробовал все, что попадалось на глаза. Особенно запомнились мидии с рисом. Простое, но очень вкусное блюдо. Теперь заглянем в одну из самых популярных кофеен Турции – Simit Saray, название которой переводится как «Дворец бубликов». Здесь я попробовал традиционный турецкий бублик simit, который подают с сыром, помидорами и чаем. Просто очень вкусно. Здесь можно спокойно посидеть, выпить кофе, отдохнуть от городской суеты. А за дня за стеклом готовят
турецкое мороженое, которое вам просто так никто не отдаст. Продавец играл с покупателями, поднимая мороженое на палочки и ловко уворачиваясь. Это было настоящее шоу. Мороженое здесь стоит 125 лир. Что делать? Туристический центр. Уже вечереет, надо зайти куда-нибудь посидеть, попить кофе, попробовать местные сладости. Пришло время посмотреть старейшую кондитерскую Стамбула Хафиз Мустафа Хака Заде 1864. Здесь я попробовал традиционные турецкие сладости. Это кафе по своему колориту, по меню, по обслуживанию, оно все остальные кафе превосходит. Да, цены здесь высокие, но когда переплачиваешь, очень важно понимать, за что именно ты платишь сверх цены. Сейчас попробуем местные десерты. Мухташам. Чудесно, как здесь говорят. Американо здесь стоит 75 лир, чай 30, тортики по 140. Да, цены высокие, но, по крайней мере, ты понимаешь, за что ты платишь. Они стоят того. Из кондитерской я отправился в вечерний ресторан с традиционной музыкой и танцами. Здесь я насладился не только вкусной едой, но и атмосферой настоящего турецкого вечера. Танцы, музыка, улыбки – все это создавало неповторимую атмосферу. Менеме – традиционное турецкое блюдо, а чай – это самый популярный напиток в Турции. И напоследок, перед сном я решил попробовать мясо в горшочках, оригинально приготовленное в ресторане моего отеля. Блюдо оказалось невероятно вкусным и сытным. Идеальное завершение дня. Пришло время вернуться к нашей прогулке. Мы остановились возле новой мечети, рядом с которой находится самый колоритный базар Стамбула – египетский базар. Здесь можно купить специи, чай и сладости, чтобы привезти домой своим близким. Здесь есть все, от золотых украшений до пахлавы и чемоданов. Один из самых известных и атмосферных рынков Стамбула. Он был построен в 1660 году как часть комплекса новой мечети. Строительство финансировалось за счет налогов, собранных с Египта, который в то время был частью Османской империи, что и дало базару его название. А здесь продаются обереги от сглаза. Это вот такой синий камень с таким глазом. Я, кстати, в Афинах купил себе такую футболку, если помните, чтобы хранила меня от местных демонов. В прошлом базар был важным центром торговли между Востоком и Западом. Базар славится своим огромным выбором специй, от куркумы и шафрана до паприки и кардамона. Здесь можно найти как привычные, так и экзотические приправы. Здесь у нас королевские финики. Цена за килограмм 600 лир. Но я скажу, это слишком. Даже для Стамбула. Друзья, помните, как я уже говорил, Стамбул — это город мошенников. Здесь хорошо все посмотреть, но не стоит покупать. Если хотите действительно купить что-то хорошее, лучше поехать куда-нибудь подальше от центра и купить и одежду, и фрукты, овощи, те же финики. Цена будет намного ниже. За египетским базаром начинается обычный развал, где продается куча всякой низкокачественной одежды и очень много фейковых брендов. Друзья, также не рекомендую покупать фейковые бренды, но смотрятся убого. А одежда, которую вы здесь покупали, там просто будет разваливаться у вас через месяц. Пойдите лучше в магазин. Это выйдет для вас выгоднее. Друзья, еще раз говорю, берегите деньги, они вам еще понадобятся. Здесь без проблем можно купить носки, трусы, какие-то детские вещи. Но если вы действительно хотите что-то серьезное, хорошее, лучше поехать в торговый центр. Их в Стамбуле полно. Расскажу про свой печальный опыт покупки товаров на этом рынке. Первый раз, когда я приехал в Стамбул, я пошел на этот базар и купил себе такой красивый железный чайник. Приехавши домой, наполнил чайник водой, и он тут же потек. Представляете, я потратил на него где-то 500 лир. Так что, друзья, что-то такое хорошее не советую здесь покупать. Рюкзаки Луи Виттон и Прада, саквояж Монклер. Весь ЦУМ в одной палатке в Стамбуле. За египетским базаром начинается огромный Гранд-базар. Сейчас с рынка я выхожу в более туристическую часть района Фатих. Здесь уже идут
маленькие магазинчики, кафе, рестораны, бары. Здесь продается тот же фейк, что и на рынке, только лежит более красиво на витрине и стоит раза в 3-4 дороже. Шаурма на улице здесь стоит от 40 до 100 лир. Кстати, неплохая на вкус. Сейчас пойдем посмотрим один из главных символов Стамбула – мечеть Сулеймания. Султан Сулейман I хотел создать мечеть, которая превзошла бы по красоте и величию все существующие на тот момент сооружения, включая собор Святой Софии. Вторая по значимости мечеть города Стамбула после мечети Султан Ахмед, или как ее называют, Голубой мечеть. Строительство Сулеймания закончилось в 1557 году, то есть на сегодняшний день ей 466 лет. Мечеть должна была символизировать мощь и богатство Османской империи. Архитектор Мимар Синан спроектировал мечеть таким образом, что все 4 минарета имеют одинаковую высоту, что символизирует равенство перед Богом. Кстати, внутри мечети можно спокойно вести съемку. Мне слова никто не сказал. И вообще здесь не важно, кто ты, мусульманин, христианин или буддист. Главное, не мешай молиться другим. И все. Благодаря инновационным инженерным решениям мечеть за свою историю выстояла во многих землетрясениях. Мечеть расположена на холме, откуда открывается потрясающий вид на Золотой Рог и Босфор. Прогулявшись по торговым улицам, я отправился по Галатскому мосту на другую сторону залива Золотой Рог. Район Таксим с его ночными заведениями привлекает любителей активной ночной жизни. Много баров, клубов, ресторанов. Короче, жизнь здесь кипит до самого утра. А утром начинается все заново. Что, пойдем посмотрим. Кстати, друзья, внимательно следите за карманами. Нам только что пытались залезть в карман. Вытащили, правда, чехол от очков. Но эти малолетки, сирийцы, я думаю, навсегда запомнят русских ребят. И будут знать, что не стоит к русским залезать в карманы. Выходим к Галатской башне, главной достопримечательности района Таксим. Галатская башня была построена в 1348-1349 годах генуэзцами, которые в то время контролировали район Галата. Изначально она называлась Башня Христа и служила частью оборонительных сооружений. После завоевания Константинополя османами в 1453 году башня использовалась для различных целей, включая тюрьму, обсерваторию и пожарную каланчу. В 17 веке османский изобретатель Хизарфен Ахмед Челаби совершил полет с башни через Босфор на самодельных крыльях, пролетев около 3,5 километров. От Галатской башни переходим на самую известную туристическую улицу Стамбула – Истекляль. Мы в самом начале улицы Истекляль. По этой улице ходит трамвай, несмотря на то, что она пешеходная. Но, мне кажется, на сегодня трамвай уже закончил свою работу. Ну, сейчас пойдем просто его посмотрим. Улица Истекляль – это одна из самых известных и оживленных пешеходных улиц Стамбула. Ее протяженность около 1,5 километров. В 19 веке улица была известна как Гранд-Рю де Пера и являлась центром европейской жизни в Стамбуле. Здесь селились дипломаты, купцы и представители высшего общества. Вдоль улицы строились роскошные здания в стиле неоклассицизма и ар-нуво. После основания Турецкой республики в 1923 году улица получила название Истекляль в честь независимости Турции. На улице Истекляль находится Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле. Сейчас мы свернем с Истекляя и посмотрим темные улочки района Таксим. Сейчас мы вышли на площадь Таксим. Это эпицентр ночной жизни Стамбула. Площадь Таксим – одна из самых известных и оживленных площадей Стамбула, расположена в европейской части города. Название Таксим происходит от арабского, что означает распределение. В османский период здесь находился резервуар, из которого вода распределялась по всему городу. Памятник республике был установлен в 1928 году
в честь основания Турецкой республики Мустафой Кемалем Ататюрком. На памятнике изображены Ататюрк, его соратники и солдаты, символизирующие борьбу за независимость Турции. На улице Истекляй находится собор святого Антония Падуанского. Сегодня у меня все дела в центре, поэтому воспользуюсь трамваем. Это самое удобное средство передвижения по центру Стамбула. Если вы решите остаться в Турции больше, чем на неделю или на месяц, то вам сюда, Истанбул, Гёч и Даси. Миграционная служба. Прежде чем вы придете в миграционную службу, вам придется пройти определенную сложную процедуру подготовки документов. Проще всего это сделать через агентов. Просто отдаете деньги, копию паспорта, остальных документов, и вам готовят такую красную папочку, с которой вы приходите сюда. Если кому-то понадобится вид на жительство, счет в банке или другие вопросы в Стамбуле или вообще во всей Турции, обращайтесь, подскажу, как лучше поступить. Когда вы прошли все круги ада и наконец вам одобрили ВНЖ, через 2 недели правительство Турции присылает это ВНЖ на почту. Вы идете в почтовое отделение с паспортом и просто забираете свой кимлик. И теперь целый год вы можете наслаждаться Турцией. Можете выезжать, приезжать, уезжать. Делайте, что хотите. Главное, соблюдайте местные законы. Друзья, сегодня я хотел обсудить с вами очень интересную, животрепещущую тему, которая волнует многих россиян. А именно, как получить вид на жительство в Турции, открыть счет в банке и купить недвижимость. И об этом нам расскажет мой друг и человек, который разбирается в этом намного лучше остальных, Саид. Саид, пожалуйста, расскажи, во-первых, как получить вид на жительство в Турции? Для того, чтобы получить в Турции ВНЖ, в данное время необходимо сделать для себя сначала снять какую-нибудь квартиру в открытом районе, в открытом месте. Потом на основании этого адреса, можно подавать на вид на жительство. Взять очередь, это называется по-турецки рандеву, потом получить страховку, оплатить госпошлину и потом подавать на основании этого договор аренда ВНЖ. Сложная процедура. А по поводу открытия счета в банке, если кто-то хочет открыть счет в банке, но без вида на жительство, это возможно? Да, в данное время у нас есть возможность открыть без ВНЖ с паспортом в этот Зираат-банк и в Акиф-банк. Открыть счет, если по процессу, по закону, если так считаем, у человека должно быть туристический ВНЖ не менее 3 месяца срока ВНЖ. И еще депозит требуется минимальный $3000, максимальный иногда некоторые банки до 10-20 тысяч долларов требуют. У нас есть возможность открыть банковский счет для своих клиентов только с паспортом и без депозита. Сейчас в данное время с паспортом на 2 банка, Зираат-банк и Акиф-банк. Ну, отлично. И, кстати, вопрос по поводу жилья, недвижимости в Турции. Что ты посоветуешь? Я в данное время в рынке недвижимости в Турции не могу конкретно что-то посоветовать, потому что сейчас рынок очень-очень катастрофические моменты, потому что после этого землетрясения, которое было в Турции, сами знаете, что запрос на эту недвижимость очень упал. Но смотря с этим, что запрос упал на недвижимость, но цены до сих пор остались на этом высокий уровень. Ну, я бы не советую сейчас в данное время, потому что вы сами знаете, что недавно вышел, 16 октября, по-моему, вышел закон людей, которые покупают квартиру до больше 75 тысяч долларов, на это основании ТАПУ подавать на ВНЖ. Это уже 200 тысяч долларов для получения ВНЖ на основании квартиры, да, на основании ТАПУ. За 200 тысяч долларов, сами знаете, можете в Европу тоже получить вид на жительство и покупать там квартиру. Поможем, чем сможем. Отлично. Спасибо тебе большое. Не за что. Спасибо. Это Саид, человек, которому можно доверять.
Закончив дела на европейской стороне, я отправился в азиатскую часть Стамбула, поехав на метро под Босфором по ветке Мармарай. Наиболее популярным и востребованным транспортом в Стамбуле является метро. Есть обычное метро, есть ветка Мармарай. Это наземное метро наподобие московских диаметров. Эта ветка идет от самого края европейской части до самого края азиатской части, то есть проходит через весь город и пересекает Босфор посередине. Для проезда нам понадобится карта стамбульского метро. Продается она вот в таких желтых автоматах. Стоило 50 лир, сейчас не знаю, посмотрим. На сегодняшний день карта стоит 70 лир. Ну что делать? Инфляция в стране. По этой карте можно без проблем ездить на метро, на трамвае, даже на пароме. Проезд на Мармарае стоит 30 лир. Но если вы проехали несколько станций и у вас именная карта, то вы можете получить часть денег обратно, то есть сдачу. Но для этого вы должны иметь вид на жительство. Проезд в обычном метро, трамвае, автобусе стоит 15 лир. На пароме был 22 лиры, сейчас не знаю, проверим. На азиатской стороне Стамбула мы пересядем на обычное метро. Чтобы пересесть на обычное метро, нам надо выйти с ветки Мармарай и заново зайти в метро, но уже в обычное. То есть надо заплатить опять. Что делать? В Турции за все нужно платить, даже за тележку в аэропорту. Здесь уже проезд стоит 15 лир, но сдачу не дают. Сейчас 10 утра, но кафе, магазины, офисы еще закрыты. Хотя в европейской части Стамбула такое чувство, что они вообще не закрываются. Азиатская часть Стамбула – это восточная половина города, расположенная на азиатском берегу Босфора. В отличие от более туристической европейской части, азиатская сторона известна своей спокойной атмосферой, жилыми районами и местным колоритом. Здесь можно найти множество интересных мест, парков, ресторанов и достопримечательностей. Здесь можно почувствовать настоящую атмосферу Стамбула. Азиатская и европейская части Стамбула соединены мостами. Мост мучеников 15 июля, мост султана Мехмеда Фатиха, мост султана Селима Явуза, тоннелем Мармарай и паромами. Дела в азиатской части Стамбула закончены. Прогулка была недолгой, но занимательной. Отправляемся назад в европейскую часть города. Наконец-то я нашел православный собор. Остались все-таки православные церкви в Стамбуле. Это болгарская церковь Святого Стефана. И уникальна она тем, что она выполнена полностью из чугуна. В народе ее называют Железная церковь. Это уникальная православная церковь, расположенная в районе Балат на берегу залива Золотой Рог. Она известна тем, что полностью построена из чугуна, что делает ее одной из самых необычных церквей в мире. Чугунные детали были отлиты в Австрии и собраны на месте как конструктор. Церковь была построена для болгарской общины Стамбула в 19 веке. В то время болгары, проживающие в Османской империи, стремились создать свою собственную церковь, независимую от греческого патриархата. Собор Святой Софии – главный христианский храм. После захвата Константинополя османами они сделали из него мечеть. Собор был построен в 537 году по приказу византийского императора Юстиниана I и стал главным храмом Византийской империи, оставаясь самым большим христианским собором в мире на протяжении почти 1000 лет. Название «Святая София» переводится как «Святая мудрость». Оно относится не к святой по имени София, а к божественной мудрости. Согласно легенде, когда Юстиниан I впервые вошел в собор, он воскликнул: «Соломон, я превзошел тебя», имея в виду храм Соломона в Иерусалиме. После завоевания Константинополя османами в 1453 году султан Мехмед II преобразовал собор в мечеть. К зданию были добавлены минареты, михраб, ниша, укрывающая направление на Мекку, и минбар, кафедра для проповедей. В 1935 году по приказу Мустафы Кемаля Ататюрка собор был превращен в музей, чтобы подчеркнуть его историческое и культурное значение для всего человечества. В 2020-м Реджеп Эрдоган, президент Турции, распорядился
вновь сделать из собора Святой Софии мечеть. Закончив все дела в городе, я отправился в самое живописное место Стамбула, на остров Буюкада. В Стамбуле есть еще одно очень интересное и красивое место. Это Принцевы острова. И сейчас я туда направляюсь. Не просто погулять, а я там поживу несколько дней. Добраться вечером туда не так уж и просто, потому что паромы из центра уже не идут. Пришлось ехать на метро до станции Бастанджи и отсюда уже паромом до острова Буюкада. Паром – один из главных символов Стамбула. Паромы соединяют Европу с Азией, а также с Принцевыми островами. На паромах подают чай и сладости. Здесь есть закрытые салоны и открытые террасы. Итак, мы на острове Буюкада. Сейчас пойдем искать нашу гостиницу. Она должна быть где-то недалеко от причала. Принцевы острова – это архипелаг из 9 небольших островов в Мраморном море, недалеко от Стамбула. Они известны своей живописной природой, чистыми пляжами, историческими достопримечательностями и спокойной атмосферой. Название островов связано с тем, что в византийские и османские периоды они использовались как место ссылки для принцев и других знатных особ. Развлечений на острове практически нет, поэтому я зашел в кафе недалеко от набережной посидеть, выпить кофе, курить кальян, отдохнуть в тишине острова. Сейчас я еду в самую главную достопримечательность острова Буюкада, монастырь Святого Георгия. Это православный монастырь. Туда надо ехать на автобусе. Ну, можно дойти пешком, это где-то 1,5-2 километра. И потом в горы еще 1,5 километра. С утра идет дождь, так что решил одеть дождевик. Кстати, это дождевик со мной еще с Рима. Автобус подвозит нас до подножья горы. Дальше 1,5 километра пешком в гору. Что, погнали. Идем к вершине. Я, как всегда, с утяжелением. На гору можно подняться и на электротакси. Они стоят там подножья. Такса 250 лир. Но, как известно, наши люди в Булочи на такси не ездят. Поэтому идем пешком. Наконец мы на вершине. Каждый раз подъем дается с трудом, но потом получаешь огромное удовольствие. Сразу скажу, я здесь не в первый раз. Год назад я уже приезжал сюда во время нашего турне по Турции. Также в Цюрих месяц назад я отправлялся именно отсюда, с этого острова. Каждый раз, когда сюда приезжаю, на душе становится очень хорошо. Итак, пойдем посмотрим церковь. Монастырь Святого Георгия – одна из самых известных и посещаемых достопримечательностей на Принцевых островах. Монастырь был основан в X веке во времена Византийской империи. Он посвящен Георгию Победоносцу, одному из самых почитаемых святых в христианском мире. Монастырь расположен на вершине холма Ючи-Тепе, на высоте около 200 метров над уровнем моря. Отсюда открывается потрясающий вид на Мраморное море и другие острова архипелага. С монастырем связано множество легенд и историй. Одна из них гласит, что святой Георгий помог местному рыбаку, который заблудился в тумане, указав ему путь к берегу. Немного посидим, отдохнем на лавочках в церкви. У подножья горы есть отличное кафе, где мы остановились попить чай, перекусить, самое главное, согреться и просохнуть. Вставляем Принцевы острова! В этот раз погода выдалась суровая, но программу минимум мы выполнили, посетили монастырь Святого Георгия. Едем назад в Стамбул. Гуляли по Стамбулу. Теперь пришло время двигаться дальше. Взяв машину на прокат, я отправился на юг Турции. Моя дорога проходила через Анталию, где я решил заночевать и еще раз посмотреть этот замечательный город. Сегодня немного прогуляемся по Анталии. Сейчас идем смотреть одну из главных достопримечательностей города – Дюндинские водопады. На утро я отправился в путь. Но для начала решил посмотреть Дюндинские водопады. Это место поразило меня своей красотой и мощью. Вода падала с высоты, создавая облако брызг, в котором играла радуга. Невероятно красивое место. Очень рекомендую. Будете в Анталии, обязательно загляните, посмотрите Дюндинские водопады. Сейчас мы идем вдоль
истока водопада. После водопадов я отправился дальше, по побережью Средиземного моря. Наслаждаясь прекрасным горным пейзажем, я понимал, что это путешествие стало для меня настоящим открытием. Путь мой лежал через Кемер, куда я тоже решил заехать. Этот курортный городок поразил меня своей красотой и уютом. Небольшой курортный городок в 40 километрах от Анталии. Этот город очень уютный, с очень красивыми видами и с шикарным морем. Если уж ехать в сторону Анталии, то рекомендую останавливаться и жить в Кемере. Недалеко от Кемера, за перевалом, есть огромный апельсиновый сад. Но сейчас, к сожалению, апельсины еще не созрели. Сейчас только ноябрь. Они будут готовы где-то через месяц. Ну, посмотрим, как они цветут и вырастают. Небольшая остановка на заправке в горах. Кстати, на заправке тут стоит очень интересный мотоцикл. Иж Планета 1 или 2. Из Кемера я отправился прямо в Демре, также известный как Мир. Это небольшой город на южном побережье Турции, в провинции Анталия. Он знаменит своими древними руинами, но главная его достопримечательность связана с именем святого Николая Чудотворца. Здесь в IV веке епископом был святитель Николай, известный как Николай Чудотворец. Сейчас мы пойдем в его церковь. Перед входом в церковь проходим огромный сувенирный магазин. Здесь продаются не только сувениры, но и иконы с ликом святого Николая. После смерти епископа Мир-Ликийских священнослужители искали достойного преемника. По преданию, одному из священников было видение, что новым епископом должен стать первый человек, который войдет в храм утром. Им оказался Николай, который с ранних лет отличался благочестием и смирением. Вход к храму святого Николая платный. Для туристов, иностранцев вход стоит 390 лир. Если у вас есть вид на жительство или вы турок с турецким паспортом, тогда 60 лир. Николай прославился своей добротой, справедливостью и готовностью помочь всем, кто обращался к нему за помощью. Один из самых известных эпизодов – тайная помощь 3 бедным сестрам, которым он подбросил мешочки с золотом, чтобы спасти их от нищеты и позора. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Николай был заключен в тюрьму, где подвергался пыткам. Однако он остался верен своей вере. После прихода к власти императора Константина Великого Николай был освобожден и продолжил свое служение. Святой Николай умер в Мире около 343 года и был похоронен в местной церкви. Его мощи стали объектом поклонения. Об этом мраморном саркофаге был похоронен святой Николай. И его мощи находились здесь вплоть до 1087 года, пока итальянские купцы не вывезли мощи святого в итальянский город Бари, где мы, кстати, уже были. Ежегодно 6 декабря, в день памяти святого Николая, в Демре проводятся торжественные службы и мероприятия, которые привлекают паломников со всего мира. Из Демре я отправился в город Каш, где арендовал виллу на берегу моря. Это место стало настоящим раем для отдыха. Итак, мы добрались до нашей виллы под Кашем. Сейчас разгружаем машину и будем отдыхать, наслаждаться прекрасными пейзажами Средиземного моря. Рядом с моей виллой вдоль побережья проходила знаменитая Ликийская тропа, общая протяженность которой составляет около 540 километров. Я решил пройти небольшой участок, чтобы насладиться видами на море и горы. На этом мое путешествие было практически закончено. 2 недели, 3 страны, 10 городов и более 3000 километров позади. Я прошел сквозь века истории, ощутил дыхание древних цивилизаций и увидел, как переплетаются культуры
Европы и Азии. Рим, Бари, Патры, Афины, Салоники, Стамбул, Анталия, Демре. Каждый город оставил свой след в моей памяти, как страницы великой книги, которую я только начал читать. Но это не конец. Это лишь пауза. Короткий отдых перед новыми горизонтами. Мир огромен, и в нем еще столько неизведанного, столько дорог, которые ждут своих путников. Так что вперед к новым приключениям, ведь жизнь – это и есть самое большое путешествие, и оно только начинается.